Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваше внимание, за ваше время. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Теневой диверсант. Какая часть твоей личности тайно блокирует твой триумф? Расклад, как всегда, будет сделан по специальной схеме, состоящей из 5 вопросов, которые будут озвучены сразу же после сигнификации вашей. И в конце расклада, в качестве бонуса, будет совет психолога. Надеюсь, это будет интересно, полезно. Пожалуйста, досмотрите до конца. И, пожалуйста, присылайте любые вопросы, на которые вы хотели бы услышать ответ профессионального психолога. Я обязательно отвечу в моих видеоконсультациях. Спасибо за внимание. Итак, самый опасный враг. Это, наверное, тот, кто знает все ваши пароли. Тот, кто живет внутри вас. Вы можете обвинять обстоятельства, правительство или даже ретроградный Меркурий. Но правда в том, что ваш главный оппонент каждое утро смотрит на вас из зеркала. Почему же мы саботируем собственный успех? Потому что на глубине души мы боимся той цены, которую придется заплатить. Ваш внутренний диверсант – это не дефект. Это часть вас, которая когда-то усвоила. Быть заметной – больно. Быть богатой – стыдно. Быть успешной – значит остаться одной. И теперь, когда вы тянетесь к звездам, этот диверсант бьет вас по вашим рукам, чтобы вас спасти. Но вы уже не та маленькая девочка, которой нужно прятаться. Ваш масштаб больше не является угрозой. Давайте заглянем в лицо этому страху и поймем, какую старую клятву верности вы до сих пор выполняете, уничтожая свои шансы на счастье. Итак, ваша сигнификация. Так, показали мне женщину, сама по себе одиночка, вот мне показали. В большей степени, это знаете, как даже проиграется. Тут показали у вас, тут может быть рядышком и есть близкие люди, я имею в виду там супруг у кого-то, это родственники. Но знаете, скорее всего, у вас сейчас такой период, где вы приглядываетесь к самой себе. Скорее всего, вы хотите познать в полной мере саму себя. Вас не столь интересуют там, может быть, взаимоотношения с кем-либо, как в первую очередь взаимоотношения с самой собой. Может быть, гармонию ту самую, да, обрести. Внутри себя хотелось бы. Тут как будто бы у женщины может быть такой период сейчас в жизни, повторюсь, где вы говорите: я разочарована во многих, может быть, чуть ли не во всем человечестве, да. Я слишком долго, может быть, задумывалась о том, как оценят там то ли окружающие, да, то ли близкие мои, какие-то мои поступки, мотивы моих поступков. Я, может быть, какое-то время заморачивалась по поводу этого. Но сейчас я хочу в первую очередь обрести покой, эту гармонию, эту самую, внутри самой себя. Быть счастливой самой собой. То есть докопаться где-то до сути. Чего же именно я хочу? Без привязок к этому там социальному одобрению или неодобрению. Как-то так. В принципе, вас показали посланник высших сил, очень добрая, светлая, заботливая мамочка. В принципе, может быть, тут женщина, которая какое-то время тут растворялась, как в семье, в близких, вот тут вот так. И вас показали. И вы некоторых, ну, не знаю, близких, не близких, может быть, даже ваше окружение, даже этим избаловали. Извратили, я даже могу сказать, потому что породили вампиров,
подпиткой, которые, давайте так, с удовольствием пользуются или пользовались в прошлом, скорее всего, вашим вниманием, вашей поддержкой, вашей какой-то безотказностью, вашим у кого-то неумением говорить «нет», у кого-то неумением отстаивать свои рамочки, границы. Знаете, ваше добро тут у многих, знаете, вызывало, может, первые моменты, да, благодарность, но потом это переросло в потребительство, вот это вот какое-то вампиры эти. То есть, а как? Так и должно быть, я этого заслуживаю, да, может быть, мало кто тут в ответ считал нужным также вкладываться во взаимоотношения, также, может быть, проявлять заботу, внимание. Я не говорю, что это тут носило прям такой, знаете, глобальный какой-то, вот, как вам сказать, масштаб, но у многих это ваша склонность видеть в людях самое лучшее, доброе, и опять-таки где-то неумение отстоять свои границы, рамки, это сформировало, может быть, на данный момент вот этот вообще вашу какую-то модель поведения, вот так вот как-то мне идет, вот так вот как-то вы себя так проявляли, это где-то вот, знаете, как явилось закономерностью. Сейчас объясню. Вы так поступали, и, соответственно, вокруг вас какой-то круг общения, круг каких-то людей он формировался. И в большей степени, повторюсь, это какие-то потребители. И вам как будто бы все меньше и меньше оставалось времени где-то даже на саму себя. Задаться вопросом, чего именно я хочу. А я кайфую в этом в моменте, да, с этими людьми. А вот сейчас у вас, скорее всего, какой-то такой этап в жизни наступил, где может быть уже точка невозврата, где вы сами себе уже как на горло наступили и сказали, да нет, я же предаю саму себя. Почему я так говорю? Потому что тут ваши попытки разобраться, почему же я оказалась вот в таком состоянии, а тут болезненная, женщина кричала от боли. У кого-то это проблемы с мужчиной. Где-то закрывали глазки на его поступки, где-то позволяли ему то, что, может быть, и не думали раньше позволять ни одному человеку в отношении себя. Повторюсь, как точка невозврата. Многие пошли в эзотерику. Тут карта «Окно в иной мир». В эзотерику, в психологию, может быть. Начали стараться противостоять этим манипуляциям. Вот у кого-то прям так идет мне, девочки. Такая ваша сигнификация у меня. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, какая часть твоей личности тайно блокирует твой триумф? Первое. В какой роли чаще всего выступает ваш саботаж? Следующее. Какое событие из прошлого научило эту часть вас бояться успеха? Следующее. Вторичная выгода. Что вы получаете, когда проигрываете или стоите на месте? Может быть, там безопасность, сочувствие, отсутствие ответственности. Для многих это, ой, к сожалению, проиграется. В чем на самом деле нуждается эта ваша часть? В защите, признании, отдыхе. Какое действие позволит вам действовать вместе со своей тенью, а не против нее?
Так, первое. Какая часть твоей личности тайно блокирует твой триумф? В какой роли чаще всего выступает ваш саботаж? Так, карта ангела. Усталость. Забота. Посланник высших сил. Ясность. Воск. Закрытая дорога. Ну, тут более-менее все как бы понятно. Смотрите, тут мне показана женщина, которая отчасти не может отказаться уже от какого-то образа. Может быть, знаете, как впитанные установки, впитанные с молоком матери. Карта ангел. Быть хорошей, может быть, даже одобрение чье-то, значит, вызывать, да. Даже не знаю, как это сказать. Ну, где-то нежелание показаться, может быть, там, грубой. Даже если вы тут карта усталой женщины, даже если вы действительно устали, взвалили на себя уже кучу каких-то обязанностей, у вас ваши могут быть проблемы, то тут к вам кто-то постучится, скажет: мне так нужна твоя помощь, а вы реально тут уже, ну, еле-еле ноги носите, да, еле-еле на ногах этих стоите, то вы все равно, скорее всего, пожертвуете своим сном, своим здоровьем, девочки. Вот тут вот просто ради того, чтобы вот карта помощник высших сил помочь кому-то. Тут даже в ущерб себе. Тут 100% в ущерб себе. Тут где-то, я вам хочу сказать, чаще всего выступает это, в принципе, как общественное мнение. Я вам хочу сказать тоже. Может быть, если прям кто-то такой вам вообще незнакомый, то вы откажете. А если это там, ну, не знаю, то ли родственник, то ли какой-то близкий человек, то ли какой-то человек, который там еще приплетет, уже не знаю, ваших родителей, родственников, я знал твоих родителей, да, вот тут вот такой какой-то триггер может сыграть. Вот эта вот хорошая девочка, вы даже не успеете оглянуться, как она побежит и выполнять вот эти просьбы этого человека. Даже если перед этим вы там с температурой 39,9 лежали. Вот мне так показывает. В какой роли чаще всего? Карта ясность, воск, закрытая дорога. А знаете, что мне еще показывают? Мне показывают, что вы скорее будете вот этими делами, чьими-то заниматься, даже искать, вот, может быть, применение, вот, ну, не знаю, как-то вот искать. Вот я в этом приношу людям пользу, я от этого кайфую. Где-то вам это даже ясно, что вы от этого кайфуете. И это как своего рода вас отчасти, как вас и восстанавливает по карте воск. Но это же является для вас закрытой дорогой. Для чего? Для того, чтобы, может быть, вы какие-то новые свои проекты организовывали, в принципе, задумывались более масштабно по поводу того, что своей реализации какой-то призвания. Может быть, действительно, ну да, вы от этого кайфуете, от того, что вы помогаете людям. Но тут показано, вы можете помогать также людям, но при этом реализовывать себя. Знаете, это не будет носить такой кратковременный какой-то эффект в моменте, да, а тут вы можете какую-то профессию освоить, которая будет вам приносить и, ну, скажем так, и действительно вы будете идти по зову вашей души, да, вам это будет приносить радость, плюс это будет приносить вам доход, и вы будете чувствовать себя и значимой, если вам это нужно, и во всех смыслах вам будет комфортно. Вот тут как-то так. Как будто бы вы откликаетесь на какие-то такие, ну, тут просьбы, не просьбы. Я вас не призываю от этого отказываться, но как растворяетесь вы, опять-таки, в помощи людям. А на самом деле, если бы вы как-то организовали, может быть, свой тут, даже не знаю, тут у кого-то обучились какой-то профессии, тут вплоть до того, что какое-то дело организовали, то вы бы, может быть, даже и больше помогали бы людям, и качественнее, и это приносило бы всем больше пользы. Вот, вам в первую очередь.
как будто бы вы от каких-то более грандиозных проектов отказываетесь. Вот так вот идет. Это закрытая дорога. У вас не хватает на это уже ни ресурса, ни времени, ни возможности. Вот тут такое. Так, какое событие из прошлого научило эту часть вас бояться успеха? Так, закрытые глазки, ворона и развилка. Ну, наверное, тут осуждение близких, что скажут, как посмотрят, не будь белой вороной. Тут вы являетесь той самой белой вороной, очень яркой. Где-то вот, смотрите, карта этой яркой, харизматичной, такой привлекательной женщины, которую, ну, замечают все. И тут белая ворона. А посередине карта «Завяжи глазки», не высовывайся. Опять-таки, да, вот тут что-то такое. Тут какая-то как безопасность. Все-таки вот это вот что-то тут навязанное, это осуждение социума. Если будешь высовываться, ты будешь, как бы, ну, может быть, откроешься, довольно-таки беззащитен будешь. Может, недостаточно в безопасности будешь. Вот тут что-то такое. Опять-таки, какое-то осуждение, знаете, если у вас перед глазами там был в прошлом какой-то человек такой неординарный по белой вороне. Опять-таки, тут какой-то нюанс такой. Если откроешься, тебя не поймут. Ты останешься сам с собой наедине. Тут карта пьянства, вплоть до того, что утешение будешь искать. Ну, не обязательно на дне тут рюмки, да. Не в этом дело. А тут карта проклятия. Как будто бы ты откроешься, и вокруг поймут, что ты не такой, как они. И это не вызовет у людей восхищения, да, твоими талантами или способностями. Нет. Это как проклятие, это как клеймо. Вот он не такой, он какой-то что-то тут не такая. Вот. Тут же как бы смелость нужно на себя взять для того, чтобы открыться этому миру. А вот тут изначально как будто бы это подавляли. На каких-то примерах показывали, как вот, опять-таки, кто-то такой нестандартный, но при этом, если бы он был более какой-то там, не так ярко выражал себя, не так проявлялся, может быть, у его же бы жизнь бы сложилась по-другому. Вот так вот даже. Вот. Но тут что-то такое, какая-то как опасность, как будто бы желание себя оградить, да, вот от каких-то разочарований даже. Тут опять-таки как подавление вашей вот индивидуальности. Где-то все-таки желание, даже не то, что желание, вы не хотите на самом деле сливаться с этой серой массой, вы понимаете, что вы другая. Но тут какие-то вот тут чуть ли не родовые эти установочки, это все как против работает. И карта развилка, вы постоянно в каком-то, как находитесь, вот не знаю, качели, не качели. Тут есть у вас возможности на самом деле. Но вы постоянно то выбираете как будто бы не совсем ту дорогу. Хотя это тоже ваша дорога, может пока еще не время. Вы должны как дозреть. Карта развилка. Как будто бы вам говорят, у тебя есть как минимум две дороги, два пути, да, развития. Как-то так. Может быть, если по одной идти это дороги, то это будет более спокойно, более предсказуемо, но не факт, что вы будете чувствовать себя там более счастливой, да, скажем так. Так, смотрим. Вторичная выгода. Что же вы получаете, когда проигрываете или стоите на месте? Безопасность, сочувствие, отсутствие ответственности. Прошлое, зависимость, павлин. Какой-то крадник мне показали. Кровь, свечи. Стоите на месте, знаете, так, у меня тут идет карта кровь и карта свечи. Это я буду считывать, это кровь, это близкие, родные, люди, которые, ну, вас любят по крови, которые близки с вами, да, прям ближайшее окружение. Карта свечи — это люди, которые всегда вас поддержат и утешат.
к которым вы можете обратиться, если, допустим, вот у вас в прошлом показана какая-то была история, прошлый динозаврик, тут созависимые отношения, какой-то павлин. Вполне возможно, это разочарование в личной жизни, разочарование в каком-то, то ли мужчине, то ли в каких-то взаимоотношениях. Вы могли пострадать в этих взаимоотношениях. Вы могли тут открыться перед этим мужчиной. Ну, скажем так, у вас могли быть абсолютно разные взгляды на эту любовную историю, форматы этих взаимоотношений. Но в любом случае, повторюсь, вы пострадали в этих взаимоотношениях. Карта Крадник, как будто бы многое этот мужчина и эти взаимоотношения из вас как сил, энергии высосали. Как будто бы тут у кого-то прям несколько лет жизни как забрали. В прямом смысле, девочки, такое вот. Вот такое, как состояние нересурсное было. Так вот, тут показано, вот вас могли вот эти близкие, родные, вот тут понимать, поддерживать. По карте свечи это как выздоровление. Они вас понимают, как вам сказать. У вас есть эта поддержка. У вас есть люди, которые действительно, вы уверены в том, что они вас поддержат. А тут вот, знаете, мы же смотрим вторичная выгода. Что вы получаете, когда проигрываете или стоите на месте? Вы получаете поддержку вот этих вот людей. То есть вы можете к ним обратиться. Это значит, получается какую-то как безопасность и сочувствие тоже. Но отчасти это все-таки тоже как отсутствие ответственности, девочки. Вы знаете, если вы будете рисковать, будете не обязательно у этих людей там вызывать одобрение, да, тут уже такое как будто бы, а если я даже вот этих вот своих близких, родных, если я как-то себя буду так вести, займусь чем-то, каким-то делом, рискну, да, рискну, не знаю уж там, может какой-то там проект создать, и вызову неодобрение вот этих вот близких, то кто же меня тогда будет одобрять? Тут у кого-то прям так, девочки, привычнее вот в таком каком-то находиться состоянии, где тебя вроде бы понимают, тебя вроде бы поддержат, вот как-то мне так. Из этих карт, эти карты мне так это показали. У кого-то прям идет, если разочарование в личной жизни, я имею в виду тут в мужчине каком-то, во взаимоотношениях с мужчиной, тут может быть даже вы привыкли к тому, что тут по женской линии вас могут ваши родные, кровь все-таки, там мама, сестра, там, не знаю, тетя, бабушка, у кого, ну, понятно, у всех разное, как будто бы понимать, как на одном языке вы разговариваете. Сочувствие. Тут вы получаете сочувствие. Угу. Что-то мне такое идет. Так, в чем на самом деле нуждается эта ваша часть? В защите, признании, в отдыхе. Ух ты! А я вам хочу сказать, мы же смотрим, да, какая часть твоей личности тайно блокирует твой триумф. А я вам хочу сказать, мои хорошие, тут уже у вас настолько оно назрело. В чем нуждается? Самое первое, это где-то даже тут ваши какие-то подавленные эмоции. Вам нужно действительно прокричать, выговорить, высказать. Тут прям вот так вот какому-то человеку. Это какая-то боль внутри вас, она до сих пор сидит, невысказанность какая-то. Ну, как минимум, это нужно озвучить, как, ну, по крайней мере, самой себе вслух это проговорить. Но у кого-то тут конкретно вот поставить на место какого-то человека, как будто бы свои рамки, границы показать. То есть
И тогда вам говорят, что тут карта гармония, тогда вы сможете спокойно уже дальше, без лишних эмоций, как-то, может быть, планировать что-либо. Карта род, маска, клевер. Где-то вам нужно даже показано, вам надоело уже с близкими, с родными, карта род, карта маска, в маске ходить. Вам надоело скрывать то, что вы чего-то там, может быть, хотите, к чему-то стремитесь. Может быть, это настолько будет как что-то нетривиальное, настолько это будет как-то идти, как вам сказать, вообще вызовет непонимание, у кого-то даже осуждение. И вы знаете это, но это ваше право, это ваша жизнь. Карта клевер, вы как будто бы нуждаетесь, действительно, вот шанс какой-то не упустить. Действительно, вы нуждаетесь, это ваша тень, да, другими словами. Первое, девочки, первое, это не бойтесь даже каких-то конфликтов. Если вы всегда избегали конфликтов, старались там с миром, с любовью как-то сгладить ситуацию, то вам говорят, тут некоторые ситуации в вашей жизни, они настолько уже тут все запущено, что нужно не избегать этих конфликтов, нужно просто действительно тут отстаивать уже свое мнение, свои права, свое видение жизни, себя. Тут что-то такое. Без этого дальше вы не сможете гармонично существовать. Все, тут уже накипело, наболело. Так, ну и маски снять, род, семья, не бояться быть другой, иной, не бояться быть непонятой какой-то, хватит вам растворяться, даже в любимых, в родных. Карта клевер, шансы пора брать ваши. Так, значит, в чем нуждается эта часть, смена ролей? Первое я вам сказала, нуждается в защите. Но вы должны сами себя защитить тут. Вот, это ваша тень в защите нуждается. А в признании, в том, что вы имеете право быть не такой, как все. Насчет отдыха не знаю. Карта гармония, скорее всего, тот самый отдых у вас придет тогда, когда вы тут попытаетесь и действительно сможете себя отстоять. И когда вы тут донесете своим близким и родным, что вы не обязаны быть такой точно, как они, и не должны вы, и не обязаны чьи-то тут, знаете, оправдывать какие-то надежды, ожидания. Мне кажется, хуже нет, когда ты понимаешь, что ты не оправдал чьи-то ожидания. Да? Итак, какое действие позволит вам действовать вместе со своей тенью, а не против нее? Так, черная кошечка. Какое действие, какое действие, какое действие, какое действие. Тут, знаете, мне показывают тут теневая сторона, да, черная кошечка. Вам говорят, тут карта компас, вас как будто бы поведут, дадут вам подсказочку. Опять-таки новое какое-то у вас будет, по карте корабль, это новое дело, что-то новое, прекрасное влетает в вашу жизнь. При этом вы сможете опять-таки раскрыть себя с той самой стороны, вот тут, где может быть длительное время вы там от близких, родных скрывали свои желания истинные или себя истинную. Черная кошечка как будто бы. Или же, опять-таки, даже вы удивительно сами для себя можете быть там карта агрессивный, может быть даже наезжать на кого-то. Но я не говорю, что вы тут должны быть токсичны. Нет, там история о том, что, скорее всего, люди привыкли, что вы скорее, знаете, будете умалчивать о чем-то. Может, не захотите конфликтовать, да? Как конфликтовать, да, наверное. В общем, вы входить в конфликт, давайте так скажу.
А тут вот такой, как будто бы вы по-новому как-то себя будете проявлять, вот, опять-таки, нестандартно, не так, как обычно. Я уже объяснила, как. И это принесет вам удачу, успех, и это вас повернет в нужном направлении. По карте компас вы вот сможете выбрать новый путь, новое направление, и вам это будет приносить радость, удовольствие. Опять-таки, даже то, что вы там откроетесь своим близким, может сразу это будет как-то так, кого-то и шокирует, я не знаю. Может по поводу ваших, исключительно ваших каких-то мечтаний, по поводу ваших каких-то целей, там, которые вы перед собой ставите. Но вам говорят, это позволит вам как пробудиться от какого-то как сна, как будто длительное время вот ваши там вот желания, они как будто бы в одной жизни живете, да, а ваши там мечты параллельно где-то во снах только реализуются. Тут как вы как пробуждаетесь от сна. И у вас очень хорошие есть шансы, правда, как реализовать то, что вы хотите. И в доме в своем стать более счастливым. Мне так вот показано. Какое действие на самом деле? Искушение, карта клоун. О чем это? Карта игра. Русская ведьма. А у кого-то тут вообще какая-то ситуация, знаете, такое какое-то предложение будет. Оно как искушение. Я уже не знаю. С одной стороны, вроде бы будут вам, я даже не знаю, кто это будет предлагать, но вот такой будет вам как подарочек такой, да, но вам говорят, что вы поймете, карта ведьма ведающая, у вас будет уже эта информация, будут эти знания, вы поймете, что это какая-то игра, карта заморозка, лед, скорее всего, вы не пойдете, не искуситесь, да, на это. Тут как будто бы у вас даже отказ от чего-то тут такого вот, от какой-то, может быть, типа выгодной, как сказать, выгодного предложения, да, вот, это может даже показать вашу силу, ваш характер, ваше умение отстаивать себя, у кого-то даже так. Почему? Потому что тут по-любому в отношении вас, по карте крысы, тут какие-то, знаете, такие подводные течения, кто-то тут точно будет пытаться корысть свою извлечь, а вы откажете, вы покажете тут, понятно, свою мудрость, где-то даже умение прислушиваться к своей интуиции, ну как-то так. Этим даже вы как озадачите сразу, можете отпугнуть, озадачить, но по большому счету вы выиграете от этого. У кого-то это прям так даже может проиграться. То есть не бойтесь сейчас отказывать людям, если вы не хотите там проблем на пятую точку, да, и не хотите с кем-то сотрудничать, не хотите там в чьи-то игры играть. Если раньше вы могли умолчать, такую нейтральную позицию занять, то сейчас вам говорят, не бойтесь отказывать людям. Даже если вы так считываете, что да, я их там обижу, да, они могут как-то не так воспринять, но в этот момент понимаете, предаете вы саму себя или нет. Если вы четко понимаете, я от этого пострадаю, или мне некомфортно, но я предам саму себя, то 100% отказывайте. Мне так карты показывают. Ваш внутренний враг перестает быть таковым, как только вы даете ему место за своим столом. Перестаньте бороться с саботажем. Это лишь усиливает сопротивление. Скажите этой части себя: я вижу тебя. Я знаю, что ты пытаешься меня защитить, но теперь я справлюсь сама. Как только вы признаете право своего страха на существование, он превращается из оков в вашу самую надежную страховку. Вы становитесь цельной. А цельную женщину невозможно остановить. Ваш успех начинается там, где заканчивается гражданская война внутри вашей души. Все, мои хорошие, успехов вам. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.